Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, 16 февраля, обязательно положите это в кошелек. Именно в 19 часов 58 минут по московскому времени. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами полнолуние, и это очень серьезный день для всех свершений. Поэтому это время, когда необходимо проводить практики, ритуалы, если вы действительно хотите что-то изменить в своей жизни. И вы знаете, в полнолуние действие не то что удваивается, оно троекратно увеличивается. Поэтому именно сегодня в 19:58 положите это в свой кошелек, и вы увидите, как произойдут изменения в вашей жизни. Итак, друзья, почему именно сегодня? Дело в том, что сегодня мы с вами проживаем полнолуние в огненном знаке зодиака Лев. А полнолуние в знаке зодиака Лев, кстати, при Солнце в Водолее сильно затрагивает артистов, президентов, дизайнеров, звезд сцены, известных творческих людей. Особенно это полнолуние затронет знаков зодиака Лев и Водолей и может принести первые результаты уже в новолуние. Обращаем ваше внимание. Но, друзья, именно полнолуние в таком знаке зодиака в этот день могут наблюдаться конфликты между властью и оппозицией, противоречия между любовью и дружбой, личными интересами и командной работой. Поэтому важные темы этого полнолуния – это спорт, это поездки, это современные передовые методики развития, это организация важных творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятий. Также это обычно хорошее время для встреч с друзьями и для развлекательных мероприятий. Следует помнить, что в полнолуние повышается публичность всех процессов. Информация выходит на поверхность, и трудно сохранить все в тайне. Заявления получают большой резонанс, поэтому можно узнать неожиданно для себя истинные мотивы людей. Во время полнолуния у нас с вами наблюдается и плохой сон, а также происходит эмоциональное возбуждение. Хаотичное движение на дороге происходит, повышается опасность кровотечений во время операций. В точный день полнолуния не открывайте именно партнерский бизнес, не играйте в свадьбу, чтобы избежать каких-либо противоречий и перетягивания каната в отношениях. И поскольку полнолуние в знаке зодиака Лев – это, наверное, одна из 4 силовых точек года, связанных с затмениями, который действительно принесет нам судьбоносные перемены в нашу жизнь. И, кстати, события середины февраля могут стать реализацией тех перемен, которые вы закладывали в ноябре 2021 года и которые нас ожидают в мае 2022 года. Обращаем ваше внимание, что так как у нас с вами полнолуние в знаке зодиака Лев и на оси Водолей, Лев – это игра, это творчество, это хобби, это самореализация, а вот Водолей – это коллектив, команда и международные отношения. И вы знаете, сейчас у нас с вами Олимпийские игры проходят в Пекине. Вот, пожалуйста, наше полнолуние как даже может проигрываться. Кстати, обратите внимание на своих детей, особенно если у вас Лев – это ребенок, потому что будут капризы, ЧП, ситуации будут требовать обратить внимание на ребенка, поэтому не пускайте ребенка из вида, не нужно сейчас никакого экстрима, переждите пару дней. Не исключены конфликты ребенка в детском садике или в школе. Запомните, Лев – это я, Водолей – другие дети. У взрослых станет вопрос о проявлении себя в социуме, поэтому актуальные вопросы работы и самопрезентации. Не исключены и конфликты в само полнолуние 16 февраля, а также и 17, потому что многим людям захочется себя показать, проявить, рассказать, какие мы красивые, какие мы умные и что у нас мы самые-самые. Если вы не верите в себя, в свои силы, значит есть страхи в проявлении себя. Работайте над самооценкой, преодолевайте вот эти проблемы в себе. Или наоборот, вам может сейчас казаться, что вот вы настоящий и ваш мир, весь мир у ваших ног. Если так, выступайте на публике, показывайте, на что вы способны.
Обращаем ваше внимание, что в полнолуние не обязательно должно произойти что-то плохое. Могут быть какие-то маленькие ситуации, могут быть какие-то подсказки. Чаще всего нужно смотреть на ситуации. Также в полнолуние и 17 февраля также, в том числе, забывайте про алкоголь и будьте аккуратнее на дорогах. Далее, что нельзя делать в период полнолуния? Ни в коем случае не поддавайте эмоциям, не выясняйте отношения, не проводите никакие хирургические операции, только если это что-то внезапно, срочно. Не стоит вкладывать деньги, совершать крупные покупки. Не берем и не даем деньги в долг, не стоит обращаться к руководству, потому что ни к чему это хорошему не приведет на работе, в суды также бесполезно. Не переходите на новые работы и не перегружайте себя физически в полнолуние. Что мы делаем в период полнолуния? Друзья, устраиваем себе релакс, отдыхаем. Вечером 16-17 обязательно постарайтесь принять расслабляющую ванну, сделайте массажи. Особенно это касается ваших ног. Уделите внимание ножкам, следите за водным балансом, пейте больше воды. Также слушайте музыку, любите классическую, самый идеальный вариант, и старайтесь побольше отдыхать. И вы знаете, из знаков зодиака сильнее всех почувствуют действие этого полнолуния львы, девы, которые рождены с 15 августа по 25 августа, потому что именно вы сможете определиться, куда, как и с кем дальше двигаться. Так как вот именно львам и девам полнолуние поможет увидеть ясно ситуацию. Вы получите результат там, куда вот вы прикладывали усилия. Конечно же, могут прийти долгожданные какие-то новости, вы сможете получить какие-то заслуженные награды. Также завершение происходит важных дел, и если вы болели, то наступит выздоровление. Далее водолеи и рыбы, особенно рожденные с 11 февраля по 21 февраля, потому что именно это полнолуние даст возможность вам наладить связь, понять позицию с другой стороны, посмотреть на происходящее под другим углом. Водолеям сейчас будет и благоприятно сотрудничество, союзы, отношения делового, личного плана, но здесь очень важно найти компромисс, то есть чтобы это было именно взаимовыгодное сотрудничество. Также вы можете принять лучшее решение, если будете учитывать мнение, интересы своего партнера или других людей. И вы знаете, очень благоприятно это полнолуние может проиграться для огненных знаков, потому что для огненных знаков будет складываться все самым наилучшим образом. Обстоятельства помогут вам понять, куда, как и с кем дальше двигаться. Наступит какая-то вот ясность, определенность, вы сможете получить что-то и поступит предложение. И неожиданно, что может восприниматься негативно, и из-за того, что вы не предполагали и не планировали, это может быть для таких знаков зодиака, как Тельцы, Близнецы, Скорпионы, Стрельцы, потому что у вас что-то может внезапно закончиться, прекратиться, неожиданно может что-то пойти не по плану, и вам нужно быстро реагировать и перестраиваться. Но не бойтесь менять планы на ходу, потому что вы можете выйти победителем. Главное, не цепляйтесь за старое. И обращаем ваше внимание, что это полнолуние, это хорошее время для самопрезентации, для поднятия своего престижа, авторитета. А также, если вы находитесь в торговле, у вас свой бизнес, запускайте рекламу, посещайте светские мероприятия, выступайте на сцене, пиарьтесь. Это очень продуктивный период, как мы уже повторялись в начале, для творческих людей, для артистов, дизайнеров. Сегодня и в ближайшие дни может на свет выйти нужная для вас информация, наступит ясность и завершится некий важный процесс. Также обращаем ваше внимание, что в полнолуние из-за повышенного эмоционального возбуждения повышается, к сожалению, и опасность ДТП и операции. Так, кстати, операции отложите из-за риска кровотечений. Также сегодня, 16 февраля, благоприятно загадывать желание, чтобы от чего-то нужно избавляться. Сделать генеральную сегодня уборку, потому что таким образом мы освобождаем место для нового и позитивного в нашей жизни.
Также полнолуние — это очень сильный энергетический период, когда в это дни очень удачно и благоприятно обращаться за помощью к тарологам, к астрологам, потому что будет более четко, понятно проигрываться те или иные ситуации на тех же картах Таро, на натальных картах и так далее. И, друзья, как мы говорили, сегодня в 19:58 по Москве обязательно проведите следующую практику. Вам нужно взять ваш кошелек и возьмите деньги, которые, например, у вас есть на сбережение или лежат отдельно. Постарайтесь взять самые по максимуму купюры. Большие, вы лучше знаете, вы живете тоже в разных странах, потому что нас не только Россия смотрит, но и нас и страны СНГ, и Америка смотрит, и Австралия. Благодарим, приятно, что многим мы людям интересны и несем ту информацию, благодаря которой люди могут действительно развиваться и менять свою жизнь. Так вот, берем кошелек наш, берем банкноты, и перед тем, как положить их в кошелек, скажите следующие слова: «Свое богатство храню надежно, бережно с ним обращаюсь. Звоном монет и шелестом купюр денежные потоки открываю, к себе богатство и процветание привлекаю». После этого отправляем наши денежки в кошелек, открываем, если у вас есть в кошельке отделение с монетками, берем, шуршим монетками, еще раз говорим вот эти слова. После этого мы закрываем кошелек и можете положить на подоконник, можете положить на кухонный стол. Желательно, если на кухонный стол, то тогда поставить на чистое полотенце белого цвета или на салфетку белого цвета. И на следующее утро опять говорим эти же слова, и уже нужно деньги, если вы планируете их потратить, тратьте. Если вы их собираете, да, на какие-то цели, то эти мы купюры изымаем из кошелька и отправляем на их место, где они у вас лежат и размножаются. Вот такая простая практика, которая вам, друзья, поможет привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Друзья, прекрасного всем полнолуния. Надеемся, наши советы и рекомендации вам помогут в жизни. А мы с вами прощаемся и услышимся уже в следующем видео.